Всем доброго времени суток. Мы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, даже разных континентов. Спасибо огромное за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Они уже, так скажем, летние ниточки, да, готовимся к лету. И с новым узорчиком. Но напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть, узорчики все универсальные. Поэтому пробуйте, вяжите из любой пряжи. Не только из такой, с которой показываю я. Берите демисезонные, зимние ниточки. Самое главное, правильно подобрать крючок. Итак, что у меня сегодня за ниточки? Смотрите, называются они Yarnart Baby Cotton. По составу это 50% акрил, 50% хлопок. Цвет, кому если понравился, на камеру он передается немножко синим оттенком, на самом деле нежно-сиреневый. Цвет, посмотрите, 417. Идем дальше. В мотке находится 50 грамм и 165 метров. И нам здесь советуют, смотрите, производители говорят, берите крючок 3 миллиметра. Вот я сегодня возьму 3 миллиметра крючок. Так. Вы точно так же берете свою пряжу, изучаете рекомендации, аннотации от производителя по поводу крючка, подбирайте под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 7 петелек. Давайте я наберу, получается, 5 раппортов, это 35 воздушных петелек. Но мне необходимо еще будет набрать одну дополнительную воздушную петельку, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого я буду набирать сегодня аж 36 воздушных петелек. Итак, в начале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 36 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот мой будущий образец. Далее смотрите. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, четыре, пять. Накид. В пятую петельку аккуратненько ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую по порядочку петельку цепочки точно так же ныряем, провязываем столбик с накидом. И в следующую, и во все последующие петельки цепочки провязываем столбик с накидом, сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков у нас получается ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть несложно. У меня получается 36 воздушных петелек, значит я провязываю 36 столбиков с накидом, ни больше, ни меньше. Но у вас свое должно быть количество, да, либо как у меня, либо побольше, либо поменьше, сколько вы набрали. И смотрите, 3 петельки подъема, которые мы вот провязали, так, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда, а в конце ряда встречаемся. Договорились? Несложно, давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала столбики с накидом, все ровненько, аккуратненько. Идем дальше. Итак, для начала воздушная петелька, поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика мы провязываем столбик без накида. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь делаем накид. Смотрите, пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки. Теперь смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Теперь наша с вами задача, смотрите, вот в эту арочку, которую мы только что сделали из столбика с накидом, в нее мы будем провязывать с вами 7 столбиков с накидом. Итак, нырнули вот сюда, видите, и начинаем провязывать. Раз, столбик с накидом, 2, столбик с накидом, сюда же 3, столбик с накидом,
4, 5, 6 и 7. Вот, пока повторяйте. Вот такая картина должна получиться. Веерочек такой, да, интересный. Идем дальше. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик нырнули, провязали столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Опять пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый столбик ныряем и провязываем по 2 петельки. Получается столбик с накидом. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять возвращаемся сюда же, вот в эту арочку, которую мы сделали вот этим столбиком нашим. И провязываем точно так же 7 столбиков с накидом. Раз столбик с накидом, сюда же. 2 столбик с накидом, сюда же. 3 столбик с накидом. 4, 5, 6 и 7. И опять смотрите, пропускаем, когда мы провязали все наши вот эти столбики, сформировали вот такой веерочек, мы, получается, пропускаем 2 столбика, раз, два, и в третий столбик нырнули, провязали столбик без накида. Все, видите? У нас получается вот такая вот картина. Ничего сложного. И так вы продолжаете до конца ряда. То есть опять делаете 3 воздушные петельки, 3 столбика пропускаете, в четвертый провязываете столбик с накида. И затем в эту арочку провязываете, получается, 3 воздушные петельки и 7 столбиков с накидом. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно вот так вот до конца ряда шагайте. В конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот такая красота у нас получается. И как мы заканчиваем ряд. После последнего нашего веерочка мы провязали, получается, 3 воздушные петельки и 7 столбиков с накида. Вот в эту вот арочку. И точно так же продолжаем. Пропускаем 2 столбика и в третий, а это получается третья петелька подъема. Помните, провязывали? В нее ныряем и провязываем столбик без накида. Все, ряд наш закончен. Далее смотрите внимательно. Делаем 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. 2 накида. И сюда же ныряем в этот же столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот такой вот высокий столбик. Дальше смотрите. Вот наш веерочек. Так, наш веерочек. И мы, получается, последние 3 столбика, то есть вот раз столбик, 2 столбик и петельки подъема. Мы в эти 3 столбика провязываем столбики без накида. Раз столбик без накида. 2 столбик без накида. И там, где 3 петельки подъема, вот, аккуратненько беремся за третью петельку и провязываем 3 столбик без накида. Угу. Идем дальше. 2 накида. Вот наш столбик без накида предыдущего ряда. Ныряем в него и провязываем 4 столбика с 2 накидами. Итак, первый столбик. Сюда же. Второй столбик с 2 накидами. Сюда же. Третий столбик. Сюда же четвертый столбик. Вот такой высокий, вытянутый получается веерочек. То есть вот эти, получается, 3, наши 4, вернее, петельки подъема, да, и столбик с 2 накидами. Это как бы половинка вот этого веерочка. Идем дальше. Опять смотрите. Вот у нас идут петельки подъема и раз, два столбика с накидом. Поэтому мы шагаем в столбик с накидом. Раз, провязываем столбик без накида. В следующий столбик, второй столбик без накида. И там, где 3 петельки подъема, мы аккуратненько ныряем в третью петельку. Беремся за третью петельку и провязываем тоже столбик без накида. Видите? Вот что по итогу получается. Все. И дальше все то же самое. Опять 2 накида. Переключаемся вот на наш столбик без накида предыдущего ряда. И провязываем 4 столбика с 2 накидами. То есть здесь вообще ничего сложного. Мы как бы выравниваем наш ряд в высоту, да, поэтому наши столбики будут такими высокими, аж с 2 накидами.
третий столбик и четвертый столбик. И сразу же перепрыгиваем на верхушку вот этого нашего веерочка, горочки, да, и опять точно так же провязываем 3 столбика. Предпоследний столбик провязываем столбиком без накида, последний столбик столбиком без накида. И там, где были у нас 3 петельки подъема, вот в третью петельку подъема ныряем, провязываем столбик без накида. Все. Вот такая картина у вас получается. То есть у нас до этого, видите, ряд был неровный, да, с волнами, а здесь мы его выравниваем. Не сложно? Не сложно. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот мы провязали до конца ряда, все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем мы ряд 3 столбиками с 2 накидами. Идем дальше. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Смотрите, накид. И в каждый столбик, вот у нас столбик, мы в него провязываем столбик с накидом. Следующий столбик, верхушка, видим? Провязываем столбик с накидом. Так. Дальше у нас идут, помните, да, 3 столбика без накида. И мы беремся за каждую верхушечку и провязываем столбик с накидом. 1, 2, 3. Дальше у нас идет такой высокий веерочек, состоящий из 4 столбиков с 2 накидами. Точно так же за верхушечку каждого столбика беремся и провязываем столбик с накидом. То есть вообще ничего сложного. Получается, вы весь ряд беретесь за столбики, какие у вас есть в предыдущем ряду, и провязываете их столбиками с накидом. Понятно? Не сложно? Я думаю, не сложно, у вас получится. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, какая картина получается по итогу. Столбики ровненько, аккуратненько подчеркнули, так скажем, наш рядочек, да? Итак, идем дальше. Делаем воздушную петельку, поворот. И сюда же в верхушку этого же столбика провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 столбик провязываем столбик с накидом. Есть. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. И вот возвращаемся опять в эту арочку и провязываем 7 столбиков с накидом. То есть мы с вами уже так вязали, да, вы помните. Так, второй столбик сюда же, третий столбик сюда же, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Формируется очередной наш такой вот интересный веерочек, да, веерочек горочкой. Угу. Вот, мы с вами точно так уже вязали. В данном случае у нас будет наоборот повернуты наши вот такие вот веерочки. Опять пропускаем 2 столбика. Помним. 1, 2. В третий столбик нырнули, провязали столбик без накида. Все. И опять делайте 3 петельки подъема. Дальше пропускаете 3 столбика, провязываете столбик с накидом. Потом опять 3 петельки подъема и получается в эту получившуюся арочку делайте 7 столбиков с накидом. Точно так же, как мы делали здесь, ничего сложного. Самостоятельно справитесь. Я уверена, что справитесь. Давайте до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот у нас опять получается неровный краешек, да? Наши веерочки смотрят совсем в другую сторону. Теперь мы будем, получается, краешек, нашу верхушечку выравнивать. И выравнивать будем точно так же, как мы делали с вами вот в предыдущем ряду. Итак, для начала у нас идут 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот, 2 накида. И сюда же, в верхушку этого же столбика, мы провязываем столбик с 2 накидами. Помните, да? Далее, вот наш получается веерочек. Получается 3 петельки подъема и вот 2 столбика. И мы провязываем предпоследний столбик столбиком без накида, последний столбик столбиком без накида и 3 петельки подъема. Именно в третью петельку аккуратненько ныряем и провязываем столбик без накида. Все, потом опять 2 накида, и в столбик без накида предыдущего ряда мы провязываем высокий веерочек, состоящий из 4 столбиков с 2 накидами. Помните, да? То есть мы повторяем точь-в-точь. Ничего сложного нет, вы уже так провязывали, и вы спокойно сейчас справитесь самостоятельно до конца ряда, и я вас с чистой совестью могу, да, оставить, и вы провязываете дальше сами. Опять точно так же. Предпоследний столбик, столбик без накида,
Так, аккуратненько возьмись. Оп. Далее последний столбик. Столбик без накида. И вот наши 3 петельки подъема в третью петельку, столбик без накида. Все. Здорово, здорово. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, растет наша красота. И дальше что мы делаем? Помните, да? Мы провязывали следующий ряд полностью столбиками с накидом. Итак, не забывайте, что мы заканчиваем ряд 3 столбиками с 2 накидами. Дальше 3 петельки подъема, поворот. И шагаем по всем нашим столбикам и провязываем столбики с накидом. Тут вообще ряд совсем не сложный. Сами себя контролируйте. То есть у вас были 3 столбика без накида. Раз, два, три. И вы провязываете их как 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Далее у вас идут, получается, веерочек, да, 4 столбика. Вот они. Раз, два, три, четыре. И вы точно так же их провязываете столбиками с накидом. Вообще не сложно. Провязывайте в своем темпе до конца ряда весь ряд столбиками с накидом. Угу. Все, давайте я вас оставляю до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Ряд несложный у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы выровняли нашу красоту. Все ровненько, аккуратненько. Далее что мы делаем? Воздушная петелька, поворот. Сюда же провязываем столбик без накида. И опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый провязываем столбик с накидом. Опять делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И сюда же начинаем провязывать 7 столбиков с накидом. То есть мы с вами уже так вязали, вы уже знаете, вы уже самостоятельно справитесь. То есть смотрите, сам по себе узорчик. Вначале идут столбики, потом веерочки, потом мы выравниваем, да, ряд. Опять столбики, веерочки. Ну, в силу того, что нечетное количество рядочков, да, в раппорте, получается, веерочки будут смотреть в другую сторону. И потом мы опять выравниваем их. И так далее. То есть вообще ничего сложного. Вот так вот продолжаете вязать, и у вас автоматически веерочки будут поворачиваться то в одну сторону, то в другую, то в одну, то в другую. Я сюда прикладываю схемку для тех, кто умеет работать по схемкам. Посмотрите, сами себя проконтролируйте. А тот, кто не умеет вязать по схемке, посмотрите обязательно, потому что мы с вами уже все элементы провязали, вы уже видите, где находятся какие столбики, да, как они провязываются. Ничего сложного в этой схемке нету, вы сами убедитесь. Так что вяжите с удовольствием. Давайте увеличим наш образец еще, да, на пару, может быть, так скажем, вертикальных раппортов. И посмотрим, что в итоге получится. Но уже видно, что будет здорово. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Как вам узорчик? Двусторонний. Смотрите, выбираете любую сторону. Та сторона у вас будет лицевой. И неважно, что это будет. Либо палантинчик, да, либо может быть топик маечка. Смотрите, шикарно, шикарно. Вот так вот он не тянется. Вообще вот так вот чуть-чуть тянется. Но это из моих ниточек. Это хлопок с акрилом. Из ваших ниточек может тянуться больше, может тянуться меньше. Смотрите, да? Очень просто, не затейливо, но в то же время оригинально. Ну да, ну дырявчатый. Ну на лето самое то, да. Либо по спинке пустите. Но также это может быть что? Это могут быть и шарфики, это могут быть и снудики, кофточки, кардиганчики, комбинированные просто, да, какие-либо изделия с комбинированными узорчиками. Почему бы и нет? Не забывайте, что вы можете узорчик повернуть. Он у вас может быть вертикальным, да, вот с такими вот интересными веерочками. То есть вы большие дизайнеры, давайте, придумывайте. Опять же, вы можете повернуть вот таким вот образом. Почему бы нет? Точно так же. Может быть большое количество идей. Возможно, кто-то из вас уже вязал данным узорчиком. Рассказывайте. Нам будет интересно, что вы вязали, что у вас получилось, из каких ниточек. Ну, а если не вязали, подбрасывайте идейки, где вы видите данный узорчик. Не забывайте, что вы можете рядочки провязывать разными ниточками, да, но разного цвета. То есть очень удобный получается сам по себе узорчик. Осадочки ниточек можете спокойно использовать. Ну и, конечно, это что могут быть? Также сумочки-авоськи. Ну, конечно, вы не можете делать и такие, скажем, дырявчатые, да, узорчик. Можете уменьшить количество, получается, воздушных петелек. В общем, когда поймете принцип узорчика, вы можете как угодно придумывать, дополнять, изменять и так далее, и так далее. Ну что, давайте замерим. Итак, допустим, моя пряжа, да, мой крючок, моя плотность вязания, то у меня это, ну, в среднем, да, получается, смотрите, вот 18 с хвостиком сантиметров.
И получается у нас здесь по веерочкам считаем 1, 2, 3, 4. 4 раппорта по 3 ряда, это 12 рядочков. И уже следующий ряд 13. Так, сколько это получается у меня в сантиметрах? 13 сантиметров. Смотрите, каждый ряд по 1 сантиметру. Здорово? Здорово. Вяжется, я скажу вам, легко. Из этих ниточек тем более. То есть ниточка сама вяжет, да? Крючок сам вяжет, ниточка сама вяжется. Вот такая красота. Как вам? Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Много зрителей смотрят видео, но на канал не подписываются. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, и вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Смотрите с удовольствием, делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Бежите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.